Друзья, всем привет, на связи как всегда CloudGeo, и сегодня поговорим о проекте, в который я зашел и в котором уже начал зарабатывать. Смотрите видео до конца, потому что будет очень интересно. Ну а перед началом ролика хочу по традиции порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации по поводу различных NFT проектов. Здесь я показываю, какие NFT я покупаю, какие продаю, в каких проектах я участвую и многое другое. Здесь все абсолютно бесплатно, нету каких-то випок, прогнозов, только мои мысли, которыми я делюсь со своими зрителями. Если вам все это интересно, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет находиться в описании к этому ролику. Как вы уже поняли из названия видео, речь сегодня пойдет про проект Diggers World. Он находится сейчас в топ-1 на Atomic Hub, и этот проект имеет белую галочку, к сожалению, не оранжевую. Напомню, что оранжевая галочка — это полная верификация проекта, но нам, в принципе, подойдет и белая галочка. Что из себя представляет эта игра? Это практически полный клон проекта Farmers World с добавленными различными механиками. О них мы сегодня обязательно поговорим, и я расскажу, в чем плюсы и минусы этого проекта. И не спешите закрывать это видео и покупать NFT, потому что именно в конце видео я скажу, какие NFT я рекомендую для входа сюда для новичков и какие NFT я рекомендую для более опытных игроков. Кстати, все ссылочки на эту игру, на ее белый лист, на калькулятор этой игры будут в описании к этому ролику, поэтому, чтобы вы не искали, просто разворачиваете видео, тыкаете и переходите для того, чтобы начать участвовать в этом проекте. Но перед тем, как мы поговорим о белом листе, о механиках, давайте я вам покажу, какие NFT у меня есть и сколько они мне приносят доход. А также посмотрим, как сейчас выглядят токены этого проекта. Итак, я перехожу во вкладочку Mine, или давайте лучше во вкладочку Инвентарь. Я перейду, и здесь вы сможете посмотреть, какие NFT у меня находятся. У меня два вот таких вот буровых автомата, две кирки и одна простенькая бомба. Но это не все NFT, которые у меня находятся. У меня есть еще второй аккаунт с этой игрой, и там тоже у меня есть некоторые NFT. Если мы перейдем на сайт калькулятор, который показывает, сколько приносит доход та или иная NFT и какой окуп у этого всего, то вот мы сейчас обновим, и мы увидим, что у моего кошелька, у основного моего кошелька, доход в день сейчас 536 ваксов. Это очень хороший доход в нынешнее время, даже несмотря на то, что курс вакса сейчас очень сильно просел. И давайте посмотрим, сколько это в долларах. 536 ваксов я ввел, и у меня показывает, что на данный момент это 67 долларов. То есть за одни сутки на полном пассиве я получаю 67 долларов. Ну и это еще не все. Я сказал, что у меня есть второй аккаунт, и на втором аккаунте я получаю еще ровно 101 вакс. Давайте посмотрим, сколько это в долларах. Это 12 долларов. Соответственно, я получаю около 80 долларов в день ежедневно на пассиве полном практически. Вот такой вот проект. Окуп сейчас у NFT немножко разнится, и он начинается от 13 до 19 дней. Вот на эти NFT я бы не рекомендовал вам обращать внимание, потому что здесь окуп в течение дня очень сильно скачет, и в первой половине дня здесь может быть вообще отрицательный окуп, то есть вы можете майнить в минус, а во второй половине дня здесь может быть хороший профит. Поэтому эти NFT, о них мы поговорим чуть позже в конце видео. Давайте сейчас посмотрим, что у нас, как обстоят дела с токенами этого проекта. Итак, сейчас я нахожусь на бирже Alcor, и мы видим, что за 24 часа токены выросли на 32, 20 и 18,9% соответственно. То есть сейчас идет хороший рост, фаза набора пользователей в этот проект уже, можно сказать, такие мини-хаи, да, то есть если вы хотите зайти, вы можете зайти на коррекции, либо можете зайти сейчас. В принципе, этим токенам сейчас сколько? 17 мая они вышли, то есть им сейчас только 3-4 дня, поэтому, ну, это нормальное еще время для того, чтобы зайти и там не думать о какой-то цене. Но я напоминаю, что все-таки это фармилка, и это в любой момент может ситуация исправиться, и токены могут идти на спад. Но пока аудитория в этот проект набирается, я думаю, что в ближайшее время токены еще будут расти в цене, поэтому принимайте решение поскорее, чтобы зайти в этот проект и откусить свой кусочек пирога. Давайте теперь поговорим про механики проекта, что нам стоит от него ждать. И вообще сразу хочется сказать то, что мы уже на стриме с ребятами обсуждали этот проект уж еще очень-очень давно, до того момента, как он вышел. И если вы хотите узнавать самые первые о каких-то новых проектах перспективных, то я рекомендую вам посещать мои стримы, потому что 90% того, что я там рассказываю, я потом про это снимаю видео, и это оказывается проект, в который я захожу и в который заходят многие другие люди, что дает памп. И
и профит. Поэтому смотрите стримы, именно там появляются вот такие вот, такая информация, которой вы можете пользоваться для того, чтобы анализировать какие-то игры. Значит, по токеномике тут особо останавливаться не стоит, я уже говорил, что это практически полностью экономическая модель проекта Farmers World. Здесь есть типы шахт. Вот это вот важно, это механика, которая не была реализована в других играх. Это безопасная шахта, то есть это просто вот в чистом виде Farmers World. Вы заходите в эту шахту и фармите. Дальше у нас есть опасная шахта. Этот вид майнинга для тех, кто любит рисковать. В общем, вкратце, вы сюда заходите, и у вас с определенным шансом ваша NFT может сломаться. То есть сломаться, и вам нужно будет ее чинить. Вот, допустим, вы переходите в майн, и вы видите Safe, Risky и Dangerous. Да, это виды вот этих вот шахт, в которых вы можете поучаствовать. Safe — это самое безопасное, вы просто майните, и нету какого-то шанса, что у вас сломается NFT, но и нету шанса, что вы заработаете здесь много токенов. Риски — это есть вероятность того, что ваша NFT сломается, что вам ее нужно чинить, но также есть вероятность того, что вы сможете получить за один майн намного больше токенов. Ну и опасная шахта — это та шахта, в которой вы можете потерять ту NFT, который вы майните, то есть вы нажимаете, и с определенной вероятностью ваша NFT может потеряться, сгореть, то есть вы ее потеряете с концами, вам придется ее либо крафтить, либо покупать на Atomic Hub. Но и награда здесь тоже очень хорошая, здесь есть вероятность получить легендарную NFT. Вот в опасных подземельях вы можете получить легендарную NFT, и эту NFT нельзя скрафтить, ее можно получить только в таком виде подземелий, поэтому это действительно большая награда, которая может вам приносить очень много дохода, и это та NFT, которую на Atomic Hub вы можете продать за очень-очень дорого. Собственно, это единственная, наверное, механика, которая прям очень сильно отличает этот проект от Farmers World. В основном все остальное — это небольшие изменения, которые, не стоят нашего внимания. Если вам будет интересно, вам нужно будет вообще в любом случае почитать биолист перед тем, как зайти в этот проект, поэтому останавливаться на них не буду. Единственное, что скажу, во многих сообществах и многие зрители мне в личку писали, что якобы разработчики дают какой-то инсайт, что вот в будущем будет какая-то NFT, там какой-то бленд, что-то там крутое будет, и я очень сильно и долго смеялся, потому что, ребят, вы должны понимать, что такое инсайт, и разработчики, не будут делиться этой информацией с кем ни попадя. Я просто зашел в Discord, с левого Дискорда, то есть разработчики не знали, что я какой-то блогер, я просто написал, какие у вас планы по развитию проекта. И они начали мне рассказывать вот этот вот инсайт якобы, то есть они дают эту информацию, всем. Вот просто зайдите в Discord с левого аккаунта, напишите разработчикам, скажите, вот хочу узнать, какие у вас перспективы, что будет с проектом дальше. Они вам скинут скриншот какого-то бленда, напишут, что вот у нас есть механика, о которой мы сейчас вам не будем говорить, это секретная механика, никому не рассказывайте об этом, мы потом об этом объявим. Ну, в общем, льют нам воду в уши, и это нифига не инсайт, эта информация обладает каждый, и я очень долго смеялся, когда мне каждый второй зритель писал, что якобы ему рассказали этот инсайт. В общем, только ребенок мог в это поверить, это просто разработчики нагоняют вот такого вот немножко хайпа, чтобы все говорили и думали, что у них там будет в будущем. В действительности этой информацией обладает просто каждый, и, действительно, зайдите в Discord, уже у каждого второго есть этот скриншот, у всех есть скриншоты переписок с этими разработчиками, которые говорят про инсайт. Просто это такой стиль маркетинга, да, то есть разработчики так хотят привлечь к себе внимание. Я бы не заострял на этом внимание, ребят. В любом случае у проекта рано или поздно начнутся проблемы, об этом стоит понимать, и скорее всего токены будут литься вниз, и нам здесь уже нужно будет предпринимать какие-то действия. Давайте теперь поговорим, с какими NFT, по моему мнению, стоит залетать в этот проект и почему, да? И возьмем среднестатистического игрока, и я бы всем среднестатистическим игрокам рекомендовал бы заходить с RARK, то есть вот эти вот синенькие NFT-шки. И кирка, и бомба. Почему именно рарка? Почему не обычная какая-то вот там комонка, не самая обычная NFT и не самая дорогая NFT? Все очень просто. Самая дешевая NFT, она скамится быстрее всего. То есть, когда доход будет падать, эта NFT быстрее всего потеряет свою способность зарабатывать вам деньги. И когда рарка и более крутая NFT будет еще держаться, комонка уже будет просто, она будет не актуальна, она не будет приносить вам доход. Поэтому покупать ее не очень выгодно. Почему не стоит покупать эпическую NFT? Ведь по логике всей она будет добывать еще больше токенов и будет там еще дольше
оставаться актуальной. Все очень просто. В момент, когда вам нужно будет продать NFT, более крутую NFT-шку продать будет намного сложнее, потому что большее количество игроков, они имеют среднюю сумму финансов, да, то есть у них средний банк, и они не могут позволить себе слишком дорогую NFT. И идеальным вариантом, оптимальным вариантом, скажем так, остается рарка. То есть она не самая первая скамится, и она будет еще актуальна, когда токены пойдут вниз, она будет вам еще приносить доход. И ее достаточно легко продать, то есть большее количество игроков сможет ее себе позволить, и когда вы ее выставите на рынок, скорее всего у вас ее купят быстрее, намного быстрее, чем ту же какую-то там более крутую NFT, эпическую или легендарную. Ну и еще один плюс, у нее оптимальная цена, то есть она находится где-то тут посередине, да, она не самая дешевая и не самая дорогая, то есть та цена, за которую действительно можно отдать деньги для того, чтобы получать неплохой доход. Помимо всего этого, у нее еще и окуп такой же, как и у эпической NFT, то есть, ну, конечно, принимать решения нужно лично вам, читать белый лист, анализировать, читать, но я бы рекомендовал вам, наверное, заходить именно с рарок. Что еще важно понимать, друзья, смотрите, у нас здесь окуп 16 дней, где-то 13 дней. Этот окуп будет именно такой только в том случае, если вы каждый час будете майнить своими инструментами. Я напоминаю, что вот здесь нужно каждый час нажимать вот эту кнопочку Save или Risky или Dangerous, да, то есть по-другому просто у вас не получится, вам нужно каждый час это все делать. Если вы пропустите хотя бы 1 час или несколько часов, то ваш окуп уже будет не 16 дней или не 13 дней, а он будет намного больше. И почему я говорю, что эта игра практически на полном пассиве? Да все потому, что уже есть бот для этой игры, то есть вы можете поставить софт, который просто в автоматическом режиме будет нажимать те кнопки, которые вам нужны, у тех инструментов, которые вам нужны, а также он будет еще и автоматически чинить все эти инструменты. То есть это тот бот, которыми мы пользовались для проекта Farmers World, для Goldman Game и для всех остальных. Если вам интересен этот бот, пишите мне в личку, и я вам даю контакты человека, который создает этого бота, осуществляет его поддержку, рассказывает, как его установить и все остальное. Если вам все это интересно, пишите. Если нет, то можете, в принципе, тыкать ручками. Ну, тоже ничего страшного, правда, придется на это тратить какое-то время. Напомню, что ссылочка на этот проект будет в описании к этому ролику, и там же будет ссылка на калькулятор для этого проекта, на котором вы можете посмотреть окуп и также внести свой кошелек вот сюда, для того, чтобы посмотреть, сколько вы будете получать каждый день и сколько отдельный инструмент приносит вам дохода. И, конечно же, подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что именно там я напишу, когда я решу выйти из этого проекта, для того, чтобы полностью зафиксировать свою прибыль, распродать все NFT и сказать, сколько я заработал за какой-то промежуток времени. На ютубе я об этом просто не говорю, а в телеграм-канале я всегда делаю пост о том, что я вышел из какого-то проекта и продал NFT за такую-то цену. Поэтому подписывайтесь, чтобы это все не пропустить. Ну и, конечно же, я жду вас в комментариях. Напишите, что вы думаете об этом проекте, будете ли вы заходить или вы решите его пропустить, по какой причине. В общем, давайте подискутируем, пообщаемся на эту тему, и каждый выскажет свое мнение. На этом я буду заканчивать это видео. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.